знаю лише раз. Проставить наш карбюратор. Ну что, остался последний этап модернизации нашего зеленого. Сейчас что мы сделаем? Снимем наши карбюраторы стандартные, которые здесь стоят, К68, и поставим, вот я купил китайский PZ30. Я купил именно китайские карбюраторы с ускорительным насосом. И будем пытаться поставить их на наш мотоцикл. Нам, конечно, предстоит сделать несколько переделок. Но я сейчас все покажу, как это все сделать и легко, безболезненно поставить данные карбюраторы на наш мотоцикл. Для начала разбираем нашу ручку газа для модернизации. Достаем вот эту часть, куда входят тросики наши. И будем модернизировать вход тросиков в ручку газа. Немножко рассверливаем эти отверстия сверлом на 7. И теперь нарезаем здесь резьбу на 8. Ну а теперь нам нужно модернизировать наш тросик. Как видите, здесь на выходе резьба на 10. А нам нужна на 8, потому что на 10 здесь физически не влезет. Поэтому нам необходимо сточить эту резьбу и прирезать ее на 8. И сразу же сточить вот этот упор для закручивания, потому что он будет мешать нам расположению второго тросика рядом. Они будут друг другу мешать. Так, потихоньку стачиваю я таким образом, чтобы здесь стачивалась резьба, а здесь я оставляю шестигранник для гаечки на 8. В результате можно будет ключиком на 8 закручивать наше. Вот. Осталось счесать последнюю грань нашей импровизированной гайки. Вот такая у нас получилась конструкция. Здесь сейчас резьбу на 8 нарежем, а здесь у нас получилась гайка на 8 самодельная, которую можно будет закручивать. Где-то так у нас получается. Пока не будем полностью нарезать резьбу. Сейчас примеряем, посмотрим по длину торосов. Может, этого хватит. Так, поставил я. Получается, все-таки тросик у нас длинноватый. Вот я закручиваю буквально на 3 витка. Наш регулировочный болт. Здесь тоже закручиваем по минимуму на 3 витка. И у нас, как видите, уже в самом верху крепление газа с тросиком. Вот тросик уже. Здесь у меня уже карбюратор стоит и тросики на месте, как видите. Ну, я думаю, что
так оставлю, потому что здесь сверху есть место. То есть если вот так сделать, то газ работает у нас. Единственное, что мы сейчас, наверное, сделаем, это просто-напросто укоротим вот эту цепочку. Уберем отсюда 3 звена просто-напросто и подключим эту цепочку в самом начале, чтобы было поменьше у нас расстояние от крепления наших тросиков к ручке газа. И будет все нормально. Ну что, а теперь необходимо поставить сюда наши проточенные шпильки. Кстати, за шпильки большое спасибо вам, а конкретно Виктору Кириллову за то, что он мне эти шпильки вытащил на станке и подарил. Смотрите, я сделал шпильки сюда из восьмерки, из болта восьмерки, как витала информация в интернете. Но они, к сожалению, не подошли. Почему не подошли? Потому что вот здесь, как видите, смещение шестой шпильки относительно восьмой всего лишь 2 миллиметра. А этого мало. Вот, видите, я делал из такого болта, как полагается, болт взял именно с утолщенной ножкой. Резьбу нарезал по самому краю нашей ножки. Все равно здесь смещение всего 2 миллиметра. Этого очень мало. И поэтому я использовал шпильки, которые мне сделал Виктор. Вот эти шпильки, они сделаны из прутка диаметром 10 миллиметров. И уже на нем проточена с одной стороны резьба на 8 миллиметров, с одной стороны резьба на 6 миллиметров. Что обеспечивает смещение по осям в 3 мм. И этого вполне достаточно для того, чтобы выровнять наш карбюратор соосно с отверстием впускным наших головок. Давайте я покажу размеры, вам может кому-то пригодится. Общая длина шпильки у нас 36 мм. Длина резьбы на 8 14 миллиметров. Длина переходной части 5 миллиметров. Длина резьбы на 6 16 миллиметров. И общее смещение по осям здесь составляет ровно 3 миллиметра. Все, ставим наши шпильки и будем уже устанавливать карбюратор PZ30. Но перед тем, как ставить наш карбюратор PZ30, необходимо его немного доработать. Если вы не планируете у себя делать подсос, выводить тросиком на руль, то вот здесь вот в комплекте с карбюратором, видите, приклеена специальная переходная пластина. Нам необходимо ее отклеить
И потом вот этот вот механизм крепления тросика подсоса выкрутить. Убираем мы его. Вместо него ставим вот эту пластину, которая шла в комплекте. Вот таким образом. И после этой доработки мы сможем подсос включать. Видите, у нас теперь работает 3 режима подсоса. Первый режим, заслонка открыта на 30%, и второй режим, заслонка полностью закрыта. Все, теперь можно ставить наш карбюратор. Так, и я ставлю сюда самоконтрящуюся гайку из нержавейки. Шланг сюда не подходит, наш стандартный днепровский, он слишком большого диаметра, поэтому, наверное, мы его снимем и поставим сюда родной шланг, который продавался вместе с этим карбюратором, и он был одет на слив бензина. Так как у нас карбюратор уже стоит над землей, ему не нужен шланг, в отличие от тех мотоциклов, где он стоит внутри двигателя, и там нужен вывод бензина за пределы мотоцикла, поэтому мы можем его использовать. Так, сюда он налезет. Отлично, он сюда налазит. И вот так он сюда у нас встает. Хорошо. Вот и все. И, конечно же, настраиваем таким образом, чтобы наша заслонка поднималась одновременно с срабатыванием ускорительного насоса. Это достигается путем регулировки вот этого винта регулировки подъема ускорительного насоса. И также не забываем настроить синхронное поднятие двух заслонок, которые регулируются вот этими винтами на ручке газа. Итак, волнительный момент. Открываем наш бензин и будем пробовать заводить на наших карбюраторах. Слушаем, чтобы... потек бензин, по-моему, с того карбюратора. Смотрите. Видно, что течет это с переливной трубки. Сейчас будем разбирать, наверное, там что-то с запорной иглой не то. Конечно, с правой стороны неудобно снимать нашу крышку поплавковой камеры, но это очень удобно делать из ямы. Поэтому сейчас будем выкручивать ее отсюда. Так, нашему взору открылся поплавок, сейчас будем смотреть, что там с иглой у нас не так. Так, я открыл бензин. Вот сейчас я закрыл, бензин не течет. Вроде держит. Так, снял я поплавковую камеру и увидел, что походу это мой косяк. Почему бензин бежал. Вот здесь на нашу запорную иглу попала стружка медная. С медной трубки, которой я удлинял наш шланг подачи бензина на правый карбюратор. И она не давала закрыться плотной игле, из-за этого у нас бензин бежал на правом карбюраторе. Я все почистил, сейчас соберем и будем заново пробовать открывать бензин.
Так, открываем бензин и слушаем, потечет или нет, смотрим. Все нормально, вроде бы не течет. Фух, отлегло. Так, ну что, теперь пробуем запускать наш папилац. К сожалению, он у меня стоял неделю, и он уже не заводился где-то дней 7-8. Поэтому я не знаю, как он заведется, тем более на этих карбюраторах новых. Ну, сейчас будем пробовать. Бензин у нас открыт. Зажигание. Холостые слабые. Помогаем. Как видите, холостые держат ровно, работает четенько, на малых оборотах, не сбоит, это уже нравится. Класс. Ну что я скажу, холостые идеальны сейчас у него, но при наборе оборотов чувствуется, что ему немного не хватает топлива. Возможно, действительно, как говорят в сети, иглы здесь необходимо будет поднять на одно деление. Но я пока ничего совершенно с ними не буду делать, оставлю карбюраторы именно в таком исполнении, с такими настройками заводскими, какие они сейчас есть. И немного проедусь, посмотрю на нагар свечей. И потом уже буду делать выводы о том, стоит ли заслонки у иглы чуть-чуть поднимать или регулировать как-то уровень смеси или нет. Все, теперь испытываем наши карбюраторы в действии.